Добрый день, друзья! Сегодня готовим очень вкусное домашнее мороженое на молоке. Кроме того, нам понадобятся продукты, которые всегда есть дома: яйца и сахар. Получается вкусно, много и охлаждающе. Молоко у меня домашнее, кипяченое из холодильника. Переливаю его в сотейник и ставлю на небольшой огонь. Нагреваем, оно не должно кипеть, но должно хорошо прогреться. Когда будет горячим, таким, что пальчик можно было держать, убираем с огня и пока отставляем в сторону. Отделяем желтки от белков. Делаем это аккуратно, чтобы частички желтка не попали в белок. Миска для белков должна быть сухой. К желткам добавляем 1 столовую ложку сахара от общей массы, ваниль, перемешиваем. Вводим 100 мл горячего молока, перемешиваем. Теперь подготовленную желтковую массу вводим в молоко, тщательно перемешиваем, ставим на маленький огонь и варим до загустения, все время перемешивая. Масса ни в коем случае не должна кипеть. По времени у меня ушло около 8 минут. Сначала кажется, что ничего не меняется, масса какой была, такой и остается. Потом, по истечении 8 минут, уже видно, как масса стала гуще. Выключаем ее. Переливаем в миску и даем полностью остыть. Когда молоко остынет, белки в миске чуть подбиваем венчиком. Затем вводим сахар. Перемешиваем и ставим на водяную баню. Нагреваем 7-10 минут, постоянно перемешивая. Сахар полностью должен раствориться. Прогретые белки убираем с водяной бани и взбиваем миксером. Сначала на малых оборотах, затем постепенно увеличиваем скорость. Взбиваем до пышной пены. Теперь соединяем обе массы. Вводим, постоянно перемешивая сверху вниз. Вот и все. Осталось разлить по пищевым контейнерам и отправить в морозильную камеру на 3-4 часа, а лучше на ночь. Сын попросил зеленое мороженое, в одну порцию добавила краситель. На вкус это никак не повлияло, только цвет. Через 2 часа я проверила мороженое. Еще раз хорошенько его перемешала миксером и снова отправила в морозилку. По истечении времени достаем мороженое из морозильной камеры. Окунаем ложку в горячую воду и набираем мороженое. Можно проявить фантазию и сделать мороженое с разными добавками. Какао или растопленный шоколад сделает ваше мороженое шоколадным. Можно также добавить кусочки фруктов, свежих или сухих, орехи, шоколад в виде крошки, кусочки печенья или вафель. По вкусу мне понравилось, чувствуется ваниль, но так как молоко у меня домашнее, сейчас свежая травка и мне чувствовался легкий привкус того, что молоко домашнее. Хотя муж и сын сказали, что им вообще не чувствуется. Но так как лето только началось, я обязательно буду готовить это мороженое еще не раз. Получается очень бюджетно и вкусно. Мороженое на молоке получилось почти как настоящий пломбир по вкусу. Ванильное, освежающее,
сладкое. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита и мирного неба над головой. У меня на канале есть мороженое из сливок, которое готовится за 5 минут, ссылку оставила в описании под видео.